Солнечным апрельским днем с среды в отдаленной деревне Камчатского района распространилась новость о необычном появлении на побережье. Жители деревни были поражены увиденным. Это был дикий белый медведь, которого никто из них никогда раньше не видел. Но как он туда попал? Эти животные обычно живут в нескольких сотнях километров в Арктике. Что ж, его история была интересной. Однажды, когда животное охотилось за едой, ледяной покров, на котором был найден белый медведь, должно быть, откололся от материка. Вероятно, животное пыталось вернуться на сушу, но было окружено ледяной водой и не могло рисковать. Это было началом приключения, изменившего жизнь молодого хищника. Через несколько дней или даже недель он прибыл в чужую страну, совершенно отличную от той, которую он знал. Животное находилось на расстоянии впечатляющих 450 миль или 700 километров от своего дома. Когда он приехал в деревню и остановился на берегу, все, о чем он мог думать, это еда. Белый медведь пытался найти еду, но все попытки были безуспешными. Эта земля была не только странной, но и необычайно теплой, а подходящей еды было мало. Он бродил вокруг, но поначалу избегал приближаться к деревне. Его острый слух улавливал отдаленные звуки повседневной жизни людей. Обычно его собратья держались подальше от человеческих поселений, но это животное было голодным и усталым. Возможно, было неразумно приближаться к деревне, но необходимость срочной помощи подтолкнула его вперед. Его внимание привлекло соседнее здание, и он направился к нему. Конечно, хищник понятия не имел, что это сельский полицейский участок. Ослабленный и уставший от долгого пути, он лежал и смотрел с грустным и беспомощным выражением лица, словно прося о помощи. Местной полиции не потребовалось много времени, чтобы узнать о необычном посетителе. Один из полицейских поднял тревогу, и были вызваны 2 полицейских, чтобы осмотреть животное. Белый медведь был огромным, с белым мехом и хорошо заметными острыми когтями. Конечно, они очень боялись подходить ближе. Полицейские осторожно подошли, чтобы лучше рассмотреть животное, но держались на расстоянии, чтобы не напугать его. Обеспокоенные полицейские были шокированы, когда наконец узнали, что это было за животное. Там, в снегу, лежал большой и грозный молодой белый медведь, который загадочным образом приземлился в их маленькой деревне. Они не могли поверить своим глазам, но также поняли, что с их нежданным гостем что-то не так. Судя по всему, животное получило серьезную травму передней лапы. Белый медведь несчастно лежал, прижав раненую лапу к телу. Полицейские пожалели животное и были полны решимости помочь Колосу. Они связались с местными властями по охране дикой природы. Ответственные были удивлены, когда услышали о необычном случае, и отправились как можно быстрее. Они позаботились о лапе белого медведя и позаботились о том, чтобы он мог отдохнуть. Умка, как вскоре стали называть медведя местные жители, стала в деревне своего рода знаменитостью. Жители деревни каждый день приносили ему много рыбы и деликатесов, хотя Умка ел лишь немного. Было видно, что медведю хотелось домой, хотя он ценил доброту людей. Медведь стал сенсацией, привлекая даже гостей из окрестных деревень. Офицеры внимательно следили за медведем, следя за тем, чтобы никто не подходил слишком близко, пока они обдумывали окончательное решение. Были проконсультированы эксперты, и они пришли к выводу, что у Умки нет шансов выжить на Камчатке, и ему необходимо срочно вернуться на родину. Но как им это сделать? Животное было настолько дезориентировано, что никогда не могло найти дорогу обратно самостоятельно. И даже если бы белый медведь знал дорогу, путешествие было бы для животного неразумным, и оно его не сделало бы. Ситуация казалась безнадежной. Начальник управления государственного охотнадзора областного агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Владимир Гордиенко пояснил, что Умка – не единичный случай. Белых медведей иногда смывает со своего дома на льдинах, когда ледяные щиты неожиданно откалываются от материка.
К сожалению, они обычно не могут вернуться на родину или найти пищу в новом окружении. Поэтому для таких гостей, как Умка, весьма вероятно, что они умрут после этого вынужденного переселения. Однако люди не хотели этого допустить. Им пришлось найти способ помочь белым медведям. Новости о необычном посетителе быстро распространились, и многие с интересом наблюдали за развитием его ситуации. В считанные дни были приняты меры по возвращению хищника в Арктику, где находился его настоящий дом. В аппарате губернатора региона Владимира Илюхина попросили министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева предоставить вертолет для возвращения Умки в полярный ареал обитания. Кроме того, для животного была изготовлена специальная транспортная клетка, сообщил камчатский чиновник Сергей Хабаров. Через 8 дней после его прибытия МЧС России организовала воздушную спасательную операцию, чтобы доставить Умку обратно в ледяную Арктику. Такого маневра никогда раньше не происходило, и поэтому он стал серьезной проблемой для всех участников. Тем не менее, люди были полны решимости провести спасательную операцию. По прибытии на Камчатку специалисты временно усыпили медведя, чтобы он смог пережить полет. Консультант по дикой природе Камчатки Александр Зельницын сообщил, что Умка здорова и сыта. Затем анестезированное животное помещали в специально изготовленную клетку и погружали в вертолет. Жители деревни аплодировали, когда чиновники уехали с Умкой. Но никто не мог предположить, что произойдет во время полета. Это было долгое путешествие, и члены экипажа были напряжены, когда вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Они услышали шум в клетке. Белый медведь проснулся. Все были настороже. Они не хотели пугать животное резкими движениями. Обеспокоенность экипажа была высокой, поскольку они опасались, что животное может попытаться разрушить клетку или встряхнуть вертолет Ми-8 на 700-километровом полете. Это могло поставить под угрозу всю миссию и подвергнуть опасности жизни всех находившихся на борту. К счастью, медведь, похоже, понял, что люди хотят ему помочь. Ко всеобщему удовольствию, он спокойно оставался в своей клетке, наблюдая за ними своими темными глазами. Во время полета он был в сознании, но клетку не тряс. Представитель правительства Камчатского края сообщил прессе. Это было громко, и Умка был напуган, но сохранял спокойствие. Он был таким храбрым медведем. Полет прошел гладко, пока они не достигли пункта назначения, где его должны были освободить. Приземлившись, они открыли дверцу клетки, и Умке предложили выйти. Медведь на мгновение поколебался, а затем убежал в пустыню. Миссия прошла с большим успехом, и Умка наконец вернулся в свой привычный дом.